В предыдущем фильме нашего цикла мы рассказали о том, как были сфальсифицированы исторические документы и литературные произведения, древние артефакты и предметы искусства. Средневековые реформаторы стерли со страниц истории подлинное прошлое человечества, заменив его вымыслом и полуправдой. Это был долгий процесс, длившийся не одно столетие. Но чтобы внедрить в сознание народов новую историю, было недостаточно только письменных документов. Необходимо было предоставить материальные подтверждения новой исторической версии. И вслед за редактированием и подделкой письменных документов начался процесс подделки памятников материальной культуры. Иногда процесс фальсификации исторических памятников шел с государственным размахом. А иногда это было делом рук небольшой группы людей. Кто-то из них жаждал денег, кто-то славы, а кто-то просто выполнял определенный заказ. Начиная с XVI века было изготовлено огромное количество всевозможных подделок. К сожалению, этот процесс еще не закончен и продолжается до сих пор. О 3 громких историях фальсификации исторических памятников расскажет этот фильм. История нас окружает повсюду. У любого сооружения, любого предмета, сохранившегося до наших дней, есть своя историческая ценность. И чем древнее эти предметы, тем сильнее они притягивают внимание людей. Поэтому среди так называемых древностей встречается очень много подделок. Сегодня хорошо известно, что есть поддельные картины, украшения, монеты и печати. Обнаружено множество фальшивых документов и летописей. Но не все знают, что среди известных архитектурных и археологических памятников тоже есть подделки. Некоторые из них даже объявлены всемирным историческим наследием. Потому что чем грандиознее подделка, тем легче убедить людей в ее подлинности. Уже на протяжении нескольких столетий большинство людей узнает о Великой Трое из поэмы Гомера «Илиада». Илиада и поэма названа, потому что греки называли этот город Илион. Считается, что Троянская война произошла в XIII веке до нашей эры. Историки утверждают, что Гомер не был современником Троянской войны, а жил на 700 лет позже. При этом он написал свою поэму якобы на основе устных преданий и песен бродячих певцов. Никаких письменных документов или свидетельств об истории Трои и легендарной Троянской войне не сохранилось. Более того, традиционные истории утверждают, что Гомер был слеп. Следовательно, он не мог написать свои поэмы. Он мог их только кому-то продиктовать. Но при его жизни эти сочинения никто не стремился увековечить. На протяжении веков они якобы передавались из уст в уста и были записаны только через несколько сотен лет после смерти поэта. Неудивительно, что большинство ученых и просто образованных людей вплоть до конца XIX века воспринимали поэму Гомера только как эпос, а саму Трою как мифический город. Но в конце XIX века у многих это отношение изменилось.
потому что немецкому археологу-любителю Генриху Шлиману якобы удалось отыскать развалины гомеровского Илиона. В биографии Шлимана романтично описано, как юный Генрих с детских лет мечтал отыскать легендарную Трою. Повзрослев, Шлиман стал удачливым коммерсантом-миллионером и смог позволить себе такое дорогостоящее предприятие, как поиски затерянного города. Остановимся на деталях поиска Трои подробнее. Широко распространен миф о том, что Шлиман искал Трою, держа в руках томик Гомера, то есть опираясь исключительно на текст Илиады. Но это не так. В Турцию Шлиман прибыл по чужим следам. В первую очередь по следам французского ученого Шуазоль-Гуфье, который еще в XVIII веке совершил ряд экспедиций в северо-западную Анталию, провинцию Турции. Француз опубликовал описание этой местности и утверждал, что Троя находилась примерно в 10 километрах от холма Гессарлык. В 1822 году шотландский журналист Чарльз Макларен опубликовал статью, в которой утверждал, что холм Гессарлык – это и есть древняя Троя. А первые раскопки холма сделал англичанин Фрэнк Калверт в 20-е годы XIX века. Но для завершения работы Калверту не хватило средств. Зато эти средства были у Шлимана. Шлиман писал: «После того, как я дважды осмотрел территорию, я полностью согласился с Калвертом, что плоскогорье, венчающее холм Гессарлык, и есть место, на коем расположена древняя Троя». Почему же ученые начали искать древнюю Трою именно здесь? В XVIII-XIX веках еще оставались средневековые свидетельства, что античная Троя находилась на территории Османской империи. Но дело в том, что Турция очень плотно покрыта руинами древних поселений и военных укреплений. Практически в любом месте можно обнаружить фрагменты древних построек. И совершенно непонятно, почему остатки поселения, обнаруженные на холме Гессарлык, были с таким восторгом объявлены древней Троей. Ведь ничего гомеровского там не было. Когда руины освободили от земли, оказалось, что размер поселения всего-навсего 120 на 120 метров. Это как 2 футбольных поля. Для того, кто читал поэму Гомера, совершенно очевидно, что территория города, изображенного поэтом, была намного больше. Тогда было решено объявить, что Троя состоит из нескольких археологических слоев. На таком маленьком участке было расположено якобы самое первое поселение. А потом город постепенно разрастался, и Троя времен знаменитой Троянской войны занимала уже якобы 20 тысяч квадратных метров. Но даже и на таком пространстве вряд ли могли одновременно проживать более 500 человек. Ведь кроме жилищ и внутренних дорог, где-то должны были размещаться храмы, склады, помещения для домашнего скота. Гомер же, описывая осаду Трои, которая длилась 10 лет, рассказывает, что на штурм города прибыло более 1000 греческих кораблей. Значит, количество воинов, осаждавших Трою, составляло примерно 30 тысяч человек. Если бы эта небольшая крепость действительно была Троей, то совершенно очевидно, что под натиском столь внушительного войска греков троянцы не продержались бы и недели.
Вероятно, историки и археологи понимали, что размеры поселения даже в 20 тысяч квадратных метров все равно не соответствуют описанию гомеровской Трои. Поэтому размеры были увеличены. В 2003 году немецкий археолог Манфред Корфман, который сегодня считается самым авторитетным знатоком Трои, заявил, что ему удалось установить подлинные размеры города. По его словам, территория предполагаемой Трои в 13 раз больше, чем принято думать. То есть она составляет не 20 тысяч квадратных метров, а 217 тысяч. Начиная с 1988 года, в течение 15 лет, Корфман вел здесь раскопки, на которые было потрачено 3 миллиона евро. Но несмотря на то, что благодаря стараниям немецких археологов и их спонсоров это поселение увеличилось в размерах, доказательств того, что на холме Гессарлык находится именно легендарная Троя, все равно нет. На территории современной Турции древние развалины встречаются на каждом шагу. Поэтому Шлиману, начавшему свои раскопки на холме Гессарлык, были необходимы вещественные доказательства, что найденный город – это именно Троя. И они нашлись. В мае 1873 года Шлиман неожиданно нашел клад, который он без колебания объявил сокровищами троянского царя Приама. Однако обстоятельства, при которых был найден клад, вызывают серьезные подозрения. Во-первых, сначала Шлиман даже не мог назвать день, когда была сделана находка, а называл только месяц – май. Неужели он мог забыть такую знаменательную дату? Ведь если верить его биографии, к этому дню он готовился с самого детства. Позже он все-таки указал дату – 27 мая 1873 года. Во-вторых, первоначально Шлиман заявил, что единственным свидетелем находки клада была его жена Софья. Но потом выяснилось, что госпожа Шлиман покинула Турцию еще в начале мая и не могла быть свидетелем этого исторического события. Прижатый к стенке этим фактом, Шлиман признался, что якобы хотел, чтобы его жена тоже считалась первооткрывательницей. В-третьих, сомнение в подлинности клада усиливает еще один крайне любопытный факт. Оказывается, Шлиман искал ювелиров, которые взялись бы изготовить копии найденных золотых украшений. К ювелирам он предъявлял определенные требования. Эти люди должны были хорошо разбираться в древностях, не ставить на копиях своего клейма, брать за работу приемлемую цену и, самое главное, не выдавать Шлимана. Свое желание изготовить дубликаты Шлиман объяснял тем, что турецкое правительство вряд ли забудет о своей доле сокровищ. И если половина находок будет возвращена, то у Шлимана останутся копии. Но вся деятельность Шлимана окутана таким мраком, что совершенно непонятно, когда он вел эти переговоры с ювелирами. После находки клада или до. Вероятнее всего, клад, который он в одиночестве обнаружил на холме Гессарлык, не что иное, как работа искусных ювелиров XIX века. В-четвертых, утверждение Шлимана, что он нашел сокровище легендарного царя Приама, выглядело довольно странно. Делать такое заявление было по меньшей мере безответственно. Установить абсолютную датировку золотого, серебряного или медного изделия даже сегодня невозможно. Можно попытаться сделать привязку к какой-то исторической эпохе, если на вещах есть надписи, имена, названия, цифры.
Но на изделиях, найденных Шлиманом, нет ни единой буквы. И это при том, что Шлиман заявил о находке 8833 предметов. Большую часть клада составляли бусины, цепи, пуговицы, застежки, обломки кинжалов. Но были также и кубки из золота, сосуды, домашняя медная и бронзовая утварь, 2 золотые диадемы, серебряные флаконы. В-пятых, очень подозрительна и операция по вывозу якобы найденных сокровищ из Османской империи. План операции Шлиман подготовил заблаговременно и хранил его в строжайшей тайне. Сокровища были упакованы в 6 деревянных ящиков и тайно перевезены в дом британского консула Фрэнка Калверта. Того самого Фрэнка Калверта, который начинал раскопки якобы Гомеровской Трои. Затем сокровища повезли в бухту Каранлык-Лимани, расположенную в 5 километрах севернее Гессерлыка. Здесь их уже ожидало зафрахтованное судно «Таксиархис». С помощью доверенных людей Шлимана судно прибыло на остров Силос. Затем бесценный груз был перемещен на другой корабль, который доставил его в Афины. Все это было самой настоящей контрабандой, потому что по условиям договора между Шлиманом и турецким правительством половина всех найденных сокровищ принадлежала Османской империи. Но Шлиман не собирался расставаться с кладом. Контрабандную переправку находки за рубеж он объяснял тем, что невежественные турки просто переплавили бы эти уникальные сокровища. Но, возможно, операция по вывозу сокровищ была просто инсценировкой. Вместо сокровищ прямо Шлиман мог упаковать в деревянные ящики какие-то предметы, хоть и найденные на месте этих развалин, но не имеющие особой ценности. Считается, что кроме так называемых сокровищ прямо, Генрих Шлиман открыл еще и древнее захоронение в Микенах. Там он обнаружил золотую погребальную маску, которую тут же громогласно объявил маской другого героя Илиады Агамемнона. И опять никаких доказательств. Сегодня, правда, историки говорят, что маска принадлежала другому правителю, имя которого пока неизвестно. Интересно, как археологам удалось доказать, что неизвестная маска принадлежала неизвестному правителю, имя которого неизвестно. Считать некоторые постройки, расположенные на этой территории остатками древнего Илиона, просто нелепо. Например, археологи предлагают нам верить, что вот здесь когда-то были расположены городские ворота, и ежедневно, год за годом, в них въезжали и выезжали из них тяжелые груженные телеги. Но ведь хорошо известно, что при многолетней эксплуатации на любой дороге обязательно появляется колея. Вот так, например, выглядит каменная дорога в городе Чуфут-Кале в Крыму, по которой действительно долгое время ездили повозки. Конечно, глубина колеи зависит от прочности использованного материала, но такой идеально ровной дорога сохраниться не может. Здесь нет ни колеи от колес, ни выбоин, оставленных копытами животных, ни других разрушений, которые обычно появляются на поверхности дороги. А при таком крутом наклоне спуск и подъем по дороге груженных повозок становится практически невозможным. Кроме того, дорога буквально упирается в стену. Складывается ощущение, что здесь вообще никто никогда не ездил, и эта дорога бутафорский новодел. А это еще одно любопытное строение, расположенное на территории археологического комплекса. Эта стена наглядно показывает, что здание сложено из нескольких слоев.
Археологи утверждают, что фундамент постройки был сделан 2500 лет до нашей эры. Когда были положены верхние кирпичи, на табличке не сообщается. Обратите внимание, здание почему-то накрыто навесом. На удивленные вопросы туристов, зачем это сделано, гиды отвечают, что таким образом строения защищают от дождя. И действительно, кирпичи сделаны из такого непрочного материала, что легко разрушаются даже от прикосновения, а сильные дожди могут превратить их в груду грязи. Но как же в таком доме жили люди? И почему они построили свое жилище из такого ненадежного материала? Когда внимательно осматриваешь эти руины, становится очевидным, что на самом деле это не остатки древнего строения, а дешевая декорация, наспех сделанная для туристов. А это фрагменты древнего захоронения. Считается, что ему тоже несколько тысяч лет. Удивительно, как древним строителям удалось так идеально ровно нарезать мраморные блоки и каменные плиты для облицовки гробницы. А главное, чем они их резали? Качество отделки этой якобы древней гробницы практически такое же, как и у современных зданий. Все эти странности и противоречия дали специалистам повод сомневаться в подлинности сокровищ. По сей день многие серьезные ученые считают обнаружение Трои мистификацией, а самого Шлимана дерзким фантазером или просто лжецом. Но если это действительно рядовое военное укрепление, зачем археологи организовали эту громкую фальсификацию? Ради славы и денег? А может быть, они действовали не только в своих интересах, и за ними кто-то стоял? Сегодня трудно ответить на этот вопрос. Но для историков скаллигеровской школы эта грандиозная подделка оказалась как нельзя более кстати. А чтобы окончательно убедить туристов в том, что они находятся на территории якобы древней Трои, у входа в археологический комплекс соорудили огромного деревянного коня, внутрь которого любят подниматься путешественники со всего света. Но оказывается, история о троянском коне – это просто еще одна фантастическая легенда в череде вымыслов, связанных с древней Троей. Мы обнаружили, что Троянская война отразилась в старых документах под разными названиями. В частности, как знаменитая Тарквинийская война в истории Рима и как знаменитая Готская война в истории Византии и Рима. Так вот, оказывается, что в истории взятия Трои, согласно документам Готской войны, этот город был взят через старый разрушенный акведук. Войска ворвались в город по трубе старого акведука. Получается, что акведук отразился у Гомера как троянский конь. Почему? Ответ, по-видимому, очень простой. По-латински вода пишется «aqua», а конь, лошадь – «equa». Переписчики спутали эти два слова и превратили акведук, по которому текла вода когда-то, в коня, в троянского коня. Так возник фантастический образ, который с тех пор пошел гулять по страницам старых летописей. Долгие годы вопрос о том, где же находилась Великая Троя, будоражил умы ученых, искателей приключений, да и просто читателей гомеровской поэмы. Того и гляди, кто-нибудь и докопался бы до истины, что Троя – это на самом деле средневековый Константинополь. Прекратить эти поиски можно было только одним способом – найти на берегах Босфора какие-нибудь руины и объявить их развалинами Трои. С помощью Шлимана эта задача была успешно решена. Поиски настоящей Трои прекратились на долгие годы. Зато на Гисарлык валом повалили доверчивые туристы.
Со всего света сюда едут и едут путешественники, чтобы своими глазами увидеть город, описанный великим Гомером. К сожалению, фальсификация Трои не единственный случай в истории археологии. Через 50 лет мир облетит новая сенсация, которая затмит даже деяния Шлимана. В ноябре 1922 года с первых полос британских газет нисходила сенсационная информация. В египетской долине царей было найдено грандиозное захоронение – гробница фараона Тутанхамона. Уникальность этой находки заключалась не только в богатстве гробницы. Сама фигура Тутанхамона до этого момента считалась мифической. Сведения об этом человеке ограничивались одной-двумя печатями, на которых было написано его имя, да и то без указания царского титула. Поэтому многие ученые не считали Тутанхамона царем. В лучшем случае просто знатным человеком. Но находка, сделанная в ноябре 1922 года, все изменила. Человек, обнаруживший гробницу Тутанхамона, стал египтологом номер 1 в мире. Это был профессиональный археолог Говард Картер. Он уже несколько лет работал в Египте и, как считается, довольно успешно. Но Картер был честолюбив. Он намеревался сделать то, что не удалось никому. Отыскать гробницу именно Тутанхамона. В 1917 году он собрал экспедицию и начал раскопки в долине царей. К этому времени все ученые были уверены, что найти здесь что-то значимое уже невозможно. Немецкий археолог Рихард Лепсиус утверждал, что в долине царей не осталось ни одной песчинки, которую по меньшей мере трижды не переместили бы с одного места на другое. К 1917 году все, что находили археологи, это незначительные мелочи. И Картер, как профессионал, об этом знал. И тем не менее начал поиски. Сегодня, спустя почти 100 лет, многие исследователи египетских древностей высказывают предположение, что находка Картера – это не грандиозное открытие, а грандиозная мистификация. В течение 10 лет Картер занимался не поиском, а затем изучением гробницы Тутанхамона, а фальсификацией. И это неудивительно, потому что погребение больше похоже на декорацию, чем на гробницу. А ряд обстоятельств, которые сопровождали его работу, до сих пор вызывают много вопросов. Обстоятельство первое. Раскопки Картер начал на том самом месте, где впоследствии будет найдена гробница. Но сначала Картер якобы ничего там не обнаружил. Поэтому в течение последующих 5 лет он метр за метром перелопачивал другие участки долины царей. А в 1922 году Картер решил вернуться на то место, где начались поиски, и сразу же нашел захоронение. Обстоятельство второе. После обнаружения гробницы Картер не давал своим коллегам вскрыть запечатанные двери и намеренно затягивал сроки проведения раскопок. Он заставлял членов экспедиции изучать уже сделанные находки, хотя этим лучше заниматься не на месте, а в лабораторных условиях. Более того, Картер приказал закопать гробницу и ждать приезда спонсора экспедиции лорда Карнарвона. Вообще такое поведение довольно странно для археолога. Обстоятельство третье. Когда археологи снова раскопали гробницу, то обнаружили, что замурованный проход в захоронение уже дважды вскрывали, а потом закладывали. Вывод напрашивался сам собой.
В гробнице дважды побывали грабители. Но когда члены экспедиции пробрались внутрь, то увидели большое количество предметов, в том числе много драгоценностей. И тут Картер принял странное решение. Вместо того, чтобы продолжить исследование гробницы, он приказал опять засыпать захоронение и уехал в Каир. Только в конце декабря 22 года из гробницы была извлечена первая находка. А в комнату, в которой находился саркофаг фараона, Картер вошел только в феврале 23 года. Оказалось, что и эта комната, забитая золотыми изделиями, не подверглась разграблению. Никто так и не смог объяснить, почему побывавшие в гробнице грабители ничего не взяли. Почему они, проникнув в погребальную камеру, не вскрыли обшитый золотом деревянный саркофаг? Состояние всех находок было просто прекрасным. Золотые изделия сверкали как новые. За 3000 лет они не запылились и не помутнели. Но не только это выглядело странно. В гробнице были найдены просто золотые монеты, запечатанные в такие кожаные кошели. Вот эти кожаные кошели за 3000 лет при любых условиях должны были истлеть. Они были целые, положим. Более того, значит, на многих предметах, можно сказать, были найдены следы современного инструмента в изготовлении. В частности, пил. Как известно, 3000 лет назад это бронзовый век. В то время египтяне не знали металла. Соответственно, можно сомневаться, что, положим, что-то могло быть сделано при помощи бронзовых пил. Это такого инструмента едва ли был. А, положим, в гробнице были колесница, да, царская, которая не проходила в двери, просто ее нельзя было занести. Она была распилена. Обстоятельство четвертое. К захоронению Тутанхамона зачем-то была подведена узкоколейная железная дорога. Обстоятельство пятое. Удивляют необычайно долгие сроки работ в гробнице. Раскопки длились целых 5 лет. Неужели для описи драгоценностей, саркофагов и мумий, находившихся на 80 квадратных метрах, необходимо было столько времени? Обстоятельство шестое. Захоронение сильно отличается от других гробниц, расположенных в долине царей. Во всех захоронениях сводчатые потолки имеют овальную форму, а погребальная камера Тутанхамона сделана в форме правильного параллелепипеда. Все углы здесь прямые. Внимательный наблюдатель будет поражен и росписью в гробнице. На всех доступных фотографиях она специально снята так, чтобы создалось впечатление, будто роспись покрывает все стены. Вероятно, потому что именно так расписаны другие гробницы долины царей. В некоторых из них роспись сделана даже на потолке. А в гробнице Тутанхамона роспись покрывает только стены погребальной камеры. Причем основное изображение оказывается прямо перед глазами входящих в гробницу. Туда, куда и заглянуть-то неудобно, и росписи почему-то нет. Складывается впечатление, что ее изобразили специально для туристов. В других гробницах нет ничего подобного. Но самое интересное, что на фотографиях, которые можно увидеть в разных изданиях, роспись выглядит как золотая. Причем очень старая. Видно, что многие фрагменты разрушились или отвалились. Но в действительности эта роспись сделана простой желтой краской под золото. А якобы утраченные фрагменты – это мазки темно-коричневой краски. То есть эта роспись изначально делалась под старину и не может быть подлинным древним изображением. Обстоятельство седьмое. Обращает на себя внимание и крайне плохое состояние мумии, найденной в гробнице. Так называемая мумия Тутанхамона сохранилась намного хуже мумий других фараонов. Обстоятельство восьмое.
Гробница Тутанхамона – это единственная гробница в Долине Царей, в которой туристам категорически запрещено не только проводить видеосъемку, но и фотографировать. На входе видео и фотоаппараты просто отбирают. Скорее всего, настоящей гробницы фараона Тутанхамона никогда не было. Так называемые раскопки в Долине Царей, которые Картер начал осенью 1917 года, были лишь отвлекающим маневром. На самом деле Картер не искал гробницу Тутанхамона, а строил ее. Но чтобы выкопать гробницу и заполнить ее несметными сокровищами, нужно было время. Поэтому его экспедиция 5 лет перелопачивала песок в египетской пустыне. А через 5 лет изготовление подделок было закончено, и вперемешку с подлинными артефактами их стали доставлять в гробницу по узкоколейке. Когда усыпальница была заполнена, Картер вернулся на это место и практически сразу обнаружил вход в гробницу. Дважды вскрытый, а затем замурованный вход объяснили проникновением странных древних грабителей, которые, заходя в гробницу, ничего не брали. Однако для изготовления такого количества золотых изделий нужна была колоссальная сумма денег. Вряд ли спонсор экспедиции, лорд Карнарвон, мог самостоятельно все это оплатить. Скорее всего, Картер получил помощь от египетского правительства. И археологическая фальсификация превратилась в очень доходный бизнес-проект. В Каире хранится лишь незначительная часть так называемых сокровищ Тутанхамона. Большая часть была продана разным музеям мира за баснословные деньги. Так что если египетское правительство сужало Картера некой суммой, то вернуло оно ее себе с лихвой. Не говоря уже о толпах туристов, которые ежегодно едут на берега Нила, чтобы в первую очередь увидеть именно гробницу Тутанхамона. Но почему никто из членов экспедиции ни разу не проговорился о подлоге Картера? Неужели никто ничего не замечал? И тут сразу вспоминается так называемое «проклятие фараона», которое якобы стало причиной смерти многих членов экспедиции Картера. Первым умер лорд Карнарвон. Это случилось в 1923 году. Скончался лорд якобы от заражения крови после неосторожного бритья. Немного позже от укуса москита умерла и леди Карнарвон. Дальше смерти следовали одна за другой. Скоропостижно ушли из жизни Арчибальд Рейд, делавший рентгеновский анализ мумии Тутанхамона, Мейс, вскрывавший вместе с Картером погребальную камеру, секретарь Картера, молодой лорд Вестбурн, его отец, старший лорд Вестбурн, и сводный брат Карнарвона Обрей Герберт, который покончил жизнь самоубийством. Уже к 1930 году из числа непосредственных участников экспедиции в живых остался только сам Говард Картер. Череда этих смертей породила массу предположений. Какие только версии не обсуждались. От кары небесной, которая постигла гробокопателей, до болезнетворных бактерий, которые древнеегипетские жрецы якобы специально поселили в гробнице. Но ни одно из высказанных предположений не нашло научного подтверждения. Поэтому по сей день наиболее вероятным принято считать, что смерти археологов, последовавшие одна за другой, это просто чудовищное совпадение. Но не исключено, что и коллеги Картера, и сам лорд Карнарвон просто начали сомневаться в подлинности сделанных находок. Поэтому от них пришлось избавиться. Ведь так называемое «проклятие фараона» настигло не всех членов экспедиции, а только тех, кто или побывал в усыпальнице, или работал с мумией фараона.
Многие участники и ученые, которые работали с Картером и не были посвящены во всю эту аферу, они догадались о том, что они имеют дело не с подлинным захоронением. И в первую очередь, значит, догадались те, кто делали рентген мумии, он был проделан. Вот. Значит, и ничего не оставалось спецслужбам, ну, наверное, Египта, как только этих людей потихоньку убирать. Значит, поэтому, вот, на мой взгляд, именно такое только объяснение, логичное может быть. Значит, подтвердить его какими-то данными, ну, наверное, можно, но пока они недоступны, естественно. Конечно, у версии о насильственной смерти членов экспедиции нет неопровержимых доказательств. Но слишком много странных обстоятельств и совпадений было связано и с гробницей Тутанхамона, и с самим Картером, который благополучно дожил до 1939 года и умер дома в своей постели в возрасте 65 лет от естественных причин. Когда археологи извлекают свои сенсационные находки, изготовленные, как неудивительно, в современное время, они зачастую подтверждают, псевдоподтверждают реальность, ну, совершенно мифологических вещей. Ну, встает вопрос, а во что в связи с этим превращается история? То есть в ней наряду с вполне реальными людьми, значит, начинают соседствовать совершенно мифические персонажи. Значит, ну и египтология в этом смысле не исключение. Подтасовка исторических фактов встречается и в прошлом азиатских стран. Например, в истории Китая. Это уникальное сооружение, похожее на тело длинного дракона, знаменитая Великая Китайская стена. Она протянулась через весь Китай. Ее длина составляет более 6400 километров. Высота достигает 7 метров, а толщина – 3 метров. Считается, что строительство стены началось в III веке до нашей эры, а закончилось в XVII веке уже нашей эры. То есть, по принятой сегодня исторической версии, это строительство длилось почти 2000 лет. Действительно, уникальное сооружение. Подобного долгостроя история не знает. К этой исторической версии все так привыкли, что мало кто задумывается над ее абсурдностью. Любая стройка, особенно большая, имеет определенную практическую цель. Кому сегодня может прийти в голову начинать огромное строительство, которое можно будет завершить только через 2000 лет? Конечно, никому. Потому что это бессмысленно. Мало того, что это бесконечное строительство ляжет тяжелым бременем на население страны, сама постройка будет постоянно разрушаться, и ее придется восстанавливать. Что и происходило с Великой Китайской стеной. Мы уже никогда не узнаем, как выглядели первые участки стены, построенные якобы до нашей эры. Они, разумеется, разрушились. А те участки, которые сохранились до нашего времени, в основном были построены при династии Мин, то есть якобы в период с XIV по XVII век нашей эры. Потому что в ту эпоху основными строительными материалами были кирпич и каменные блоки, делавшие конструкцию более надежной. Так что историки все-таки вынуждены признать, что вот эта стена, которую сегодня может увидеть любой желающий, появилась не ранее XIV века нашей эры. Но даже 600 лет – это очень солидный возраст для каменной постройки. Все равно непонятно, почему это сооружение так хорошо сохранилось. В Европе, например, средневековые каменные оборонительные сооружения со временем старели и разваливались. Их приходилось разбирать и строить новые, более современные. То же происходило и на Руси.
Многие средневековые военные укрепления в XVII веке были перестроены. Но в Китае эти естественные физические законы почему-то не действовали. Но даже если предположить, что древние китайские строители обладали каким-то секретом, благодаря которому они создали столь уникальное сооружение, у историков нет логичного ответа на самый главный вопрос. Зачем китайцы 2000 лет с таким упорством строили каменную стену? От кого они хотели защититься? Историки отвечают, стена была построена вдоль всей границы Китайской империи для защиты от набегов кочевников. Но у кочевников того времени были стрелы и копья с медными и даже каменными наконечниками. Против такого оружия каменная стена толщиной аж в 3 метра не нужна. Русские и европейцы начали строить подобные сооружения лишь когда на полях сражений появились пушки и осадные орудия, то есть в 15 веке. Но дело даже не в толщине стены, а в ее длине. Стена, протянувшаяся на несколько тысяч километров, не могла защитить Китай от набегов. И вот почему. Во-первых, во многих местах она проходит у подножья расположенных рядом холмов, как, например, здесь. Совершенно очевидно, что противник, забравшись на соседние вершины, легко мог перестрелять всех защитников на этом участке стены. От летящих сверху стрел китайским солдатам просто негде было бы укрыться. Во-вторых, на всем протяжении стены сторожевые башни строились через каждые 60-100 метров. В этих башнях должны были постоянно находиться большие военные отряды и следить за появлением неприятеля. Но еще якобы в III веке до нашей эры, при императоре Ши Хуанди, когда было построено уже 4000 километров стены, выяснилось, если башни будут установлены так часто, то обеспечить эффективную оборону стены будет невозможно. Не хватит всех вооруженных сил Китайской империи. А если на каждую башню поставить небольшой отряд, то он станет легкой добычей для врага. Малочисленный отряд будет уничтожен раньше, чем соседние отряды успеют прийти ему на помощь. Если же оборонительные отряды делать большими, но ставить пореже, то образуются слишком длинные, незащищенные участки стены, через которые неприятель легко проникнет вглубь страны. Неудивительно, что появление такого укрепления так и не защитило Китай от набегов. Зато его строительство сильно истощило государство, а династия Цинь потеряла престол. Новая династия Хань уже не очень рассчитывала на Великую Стену и вернулась к системе маневренной войны. Но все равно, как утверждают историки, строительство стены почему-то продолжалось. Странная история. Интересен и тот факт, что до конца XVII века, кроме Великой Стены, в Китае не было построено ни одного большого каменного сооружения. А ведь ученые утверждают, что население Китая вело постоянные междоусобные войны. Почему же они не отгораживались друг от друга стенами? Не строили каменных кремлей в своих городах? Имея такой уникальный опыт, как строительство Великой Стены, можно было всю страну покрыть оборонительными сооружениями. Получается, что все свои силы, средства и таланты китайцы тратили только на строительство, в общем-то, бесполезного с военной точки зрения сооружения – Великой Китайской Стены. Но есть и другая историческая версия постройки Китайской Стены. Эта версия не так популярна у историков, как первая, зато более логична. Великая Стена действительно была построена вдоль границы Китая. Но не для защиты от кочевников, а как обозначение рубежа между двумя государствами. А ее строительство началось не 2000 лет назад,
а гораздо позже, в 17 веке нашей эры. То есть знаменитой стене не более 300 лет. В пользу этой версии говорит любопытный исторический факт. По официальной исторической версии, к середине 17 века северные земли Китая, то есть те земли, которые граничат с Россией, сильно обезлюдили. Чтобы защитить эти территории от заселения русских, монголов и корейцев, в 1678 году император Канси приказал обнести эту границу империи специальной укрепленной линией. Ее строительство продолжалось до конца 80-х годов 17-го столетия. Спрашивается, зачем императору понадобилось строить какую-то новую укрепленную линию, если на всей северной границе Китая уже давным-давно стояла огромная каменная стена. Скорее всего, никакой стены там еще не было. Поэтому, чтобы защитить свои земли, китайцы начали строительство линии укреплений. Ведь именно в это время Китай вел пограничные войны с Россией. И только в конце 17 века русские и китайцы договорились, где будет проходить граница между двумя государствами. В 1689 году в городе Нерчинске был подписан русско-китайский договор, который зафиксировал северную границу Китая. Вероятно, китайские правители 17 века придавали очень большое значение Нерчинскому договору. Поэтому и решили обозначить границу не только на бумаге, но и на земле. Так вдоль всей границы с Россией появилась пограничная стена. Это карта Азии XVIII века, изготовленная Королевской академией в Амстердаме. Здесь хорошо видно два государства – Китай и Тартарию. Северная граница Китая проходит примерно вдоль 40-й параллели. Точно по границе проходит и китайская стена. Более того, она выделена жирной линией и надписью «Мюрей де ла Шин», что в переводе с французского значит «Стена Китая». То же самое можно увидеть и на карте Азии, выпущенной в 1754 году. Здесь Великая Стена тоже идет примерно вдоль границы Китая и Тартарии. Стена изображена и на карте Тартарии Гийома де Лиля. Хорошо видно, что это не просто жирная линия, а стена с башнями. А это большой Готторпский глобус, который хранится в Кунсткамере в Санкт-Петербурге. На нем тоже отчетливо видно изображение стены. Здесь она тоже обозначает границу между Китаем и соседним государством – Китайской Тартарией. Вообще, это уникальный случай в картографии, чтобы некое архитектурное сооружение было нанесено на географическую карту. Конечно, можно предположить, что древние китайцы еще 2000 лет назад предвидели, где пройдет русско-китайская граница. А в 1689 году два государства, не мудрствуя лукаво, просто взяли и провели границу вдоль уже стоявшей здесь стены. Но тогда это обязательно было бы указано в договоре. Однако в Нерчинском договоре никакого упоминания о стене нет. Уже на протяжении нескольких десятилетий ученые всего мира бьют тревогу. Одно из 7 чудес света, Великая Китайская стена, стремительно разрушается. И действительно, в некоторых местах высота стены уменьшилась до 2 метров. Где-то полностью исчезли башни наблюдения. Несколько десятков километров стены вообще полностью утрачены. А сотни километров продолжают быстро разрушаться. И это несмотря на то, что за последние несколько веков
стена неоднократно ремонтировалась и реставрировалась. Почему же она раньше не разрушалась такими темпами? Почему, простояв более 2000 лет, стала стремительно превращаться в развалины? Ученые во всем обвиняют климат, экологию, сельское хозяйство и, конечно же, туристов. Каждый год стену посещает 10 миллионов человек. Забираются куда можно и куда нельзя. Хотят увидеть даже те участки стены, которые закрыты для посещения. Но дело, скорее всего, в другом. Великая китайская стена разрушается вполне естественным образом, как разрушались все подобные сооружения. 300 лет – это весьма солидный возраст для каменной постройки. А версия о том, что великому китайскому долгострою целых 2000 лет – это миф, как и большая часть самой истории Китая. Однако в Древнем Китае, вероятно, действительно существовало укрепление, которое называли стеной. Его фрагменты до сих пор находятся недалеко от современной Великой Китайской стены. Когда в начале 2010 года я побывал на Великой Китайской стене, точнее на той стене, которая предъявляется в качестве древней Великой Китайской стены, я, к счастью, взял с собой сильный бинокль. И разглядывая пространство перед этой стеной, я увидел, что действительно китайская стена существует. Она видна в бинокль. Эта стена проходит не по вершинам гор, как сделана подделка, явная подделка, по которой водят туристы, по которой ходил я, и совершенно было очевидно мне, что я хожу по подделке. А вот стена, которую я увидел в бинокль, она произвела впечатление действительно древней, старинной стены. К сожалению, эта стена практически полностью разрушена. Но на фотографиях, сделанных Глебом Носовским, хорошо видно, что она проходит по равнине. Видно, что стена не каменная, а глинобитная. Судя по фрагментам башен, сохранившимся на стене, у нее действительно было военное, пограничное предназначение. Но несмотря на то, что это древнее сооружение расположено довольно близко от современной стены, китайские историки делают вид, что старинного укрепления просто не существует. Меня сопровождало несколько аспирантов, историков из Пекинского университета. Когда им показал эту стену в бинокль, они только стали охать и разводить руками, и они ничего не слышали. Я задал им вопрос, можно ли туда пройти, к этой стене. На это я получил четкий и уверенный ответ: нет, нельзя. Мифы о прошлом народов, о подлинности исторических памятников складывались в те времена, когда у людей было очень смутное представление даже о жизни в соседних городах, не говоря уже о дальних странах и континентах. Поэтому любая небылица, рассказанная проезжим путешественникам, принималась людьми на веру. Сегодня у нас есть доступ к огромному объему исторической информации. Есть возможность увидеть мир и убедиться в правдивости этой информации. Поэтому, осматривая древние города и современные музеи, забираясь на руины и спускаясь в гробницы, мы должны смотреть на мир своими глазами, а не только глазами экскурсоводов. Ведь чем внимательнее мы будем относиться к истории, тем меньше в ней останется места для вымысла и подлога. Результаты исследований научного проекта «Новая хронология» позволяют говорить о том, что от деятельности фальсификаторов наиболее сильно пострадала русская история. В отличие от других государств, прошлое России было искажено до неузнаваемости. По приказу реформаторов XVII-XVIII веков многие исторические факты были полностью переписаны, а некоторые вообще исчезли
со страниц российской истории. Один из ярких примеров исторической фальсификации – это эпоха XVI века. Историки не только сочинили новую трактовку политических событий того времени, но и полностью исказили биографии царей династии Рюриков. О том, кто на самом деле правил под именем Ивана IV, смотрите в нашем следующем фильме «Иван Грозный».